Итак, хуеморхе, дорогие мои. Я покидаю Антверпен. Это было весело достаточно. Мне сейчас нужно идти на трассу. Я не знаю на самом деле, куда идти. Может быть, зайти в магазин по пути чего-нибудь купить, после чего уже идти туда. Потому что надо все-таки пару сэндвичей взять на дорожку. Так я все никак не уеду из Антверпена. Не знаю, это бесплатно. 100 грамм gratis. Значит, бесплатно. Можно кофе попить. Что у них тут есть? А еще хочу взять пару сэндвичей. Чтобы мне было что в дороге кушать. Потому что все-таки почти 400 километров надо ехать. Итак, я доехал до города Картайк. Это, в принципе, приграничный город в Бельгии. Дальше уже будет Франция. И я не знаю, что дальше. Куда? В Лиль или в Париж? Хорошо было бы найти автозаправку в начале. Ну да ладно. Я надеюсь, что там уже начинается автомагистраль, и стопить нельзя. И находиться нельзя. Надо где-то здесь начинать стопить. Надеюсь, что где-то тут удастся. Так я высадился в не очень удачном месте, что мне хрен кто останавливает. Вот я хожу вот так вот по улице такого небольшого города. Попутно показываю водителям на улице такую вот табличку Лиль. Они улыбаются, но поняв, что они туда не едут. И теперь надо около 3 километров идти, чтобы найти другой въезд на эту трассу, где, возможно, можно будет кого-нибудь остановить. В чем я не уверен. Ну, в общем, вот так вот. Осталось, наверное, еще километра 2,5 пройти. Итак, дорога у меня не очень веселая. Там все разрыто у них было. Я так понимаю, там ремонтируют канализацию. Запах был очень приятный. Мне, наверное, где-то идти еще километра 2. Тут дальше вот так примерно все выглядит. Там железная дорога сверху. Это какой-то частный сектор, по-моему. Может, фермы какие-то. Да, зря я. Надо было Мне предлагал водитель выйти прямо на автобане, но я не стал, потому что это светит большим штрафом тут. Около 100 евро. А для меня это большие деньги. Поэтому я решил не рисковать. Ладно. Будем надеяться, что все же я к вечеру достигну Парижа. Надо хотя бы выбраться во Францию, а там после Лиля уже попробовать, или в районе Лиля попробовать остановить дальнобой в сторону Парижа. Возможно, что повезет. Самое главное, где-то часам к 2 добраться до Лиля. Иначе будет не очень хорошо уже после 2 стопить до Парижа. Я пришел вот оттуда. И вот я, наверное, минут 10 искал переход через эту вот небольшую реку. Такая вот река. И дальше мне можно... В принципе, дальше она увеличивается. Тут типа плотины, что ли. Дальше можно идти в ту сторону куда-то. Итак, я въехал во Францию. Первые впечатления о Франции: какая-то она более грязная, чем Бельгия, Нидерланды. Я надеюсь, что сейчас доеду до Парижа. Осталось меньше 250 километров мне ехать. И тут, как назло, пошел дождь. Французы говорят веселые, но меня, в принципе, подвез веселый француз. Мне в чем-то он даже понравился. Угощал меня бананами. Итак, мне остановился один француз. Я добрался до города Камбрау. Соответственно, тут развилка. Одна страна идет на Брюссель, вторая на Париж. Мне надо как-то выбраться в Париж. Ветер, это северная Франция.
Такой вот пункт оплаты. Я сейчас попробую кого-нибудь остановить в сторону Парижа тут. Надеюсь, что что-то получится. Как-то так. Всюду камеры. Надеюсь, меня побыстрее подберут. Итак, я где-то примерно час простоял тут. Никак не могу уехать. Сейчас, наверное, попробовать надо по дорогам местным. По автобанам попробовать, наверное, надо не ездить. Пока что попробовать по местной и в сторону Парижа поехать. Может, тогда я буду более везучий. Если я буду тупо стопить тем, кому по пути. Ну вот я стоплю чуваку боссу. Никто не останавливается. Но не останавливается, чтобы пройти вот эту вот штуку. Так что вот так вот. Надо в Париж ехать. Вначале по местной доехать, наверное, до трассы 1, а потом ехать уже в Париж. Итак, я прокатился на Тарантасе где-то километров 15. Меня высадили посреди поля. Тут надо еще километров 5 доехать в ту сторону до трассы Лиль-Париж. Заехал я в ебеня, простите за выражение. Ну вот такая вот Франция, такие вот поля. Все круто выглядит. Так вот они электричество вырабатывают, французы. А мне надо сейчас ехать. Я из Камбра, не знаю, как это читается правильно, еду в Париж. Мне надо до Бапона доехать. Там будет как раз пересечение с трассой. Так, я приехал в Бампон из Камбра. Или Камбре. Я не знаю, как это читается правильно. В общем, мне надо теперь как-то тут дальше в сторону Парижа выехать. Давай, я думаю, вначале надо походить по Макдональдсам. Может быть, найду дальнобой, в которую едут в Париж. На стоянке. У меня тут такая тактика. И тут уже желательно найти кого-нибудь до Парижа, потому что если кто-то еще будет сворачивать, то будет проблематично найти дальше. Еще надо зайти в Макдональдс, посмотреть, бесплатный ли там туалет. Туалет, как ни странно, тут бесплатный во Франции, что радует. Ну, в принципе, может быть, я даже чуть позже куплю тогда, если у них бесплатно. Мне не очень хочется в Макдональдсе ничего брать, просто, ну, туалет хоть бесплатный. Это уже хорошо. Теперь надо найти, вон там стоянка дальнобоев, может быть, кто-то оттуда отправляется. И тут до Парижа осталось меньше пару сотен километров. Так, собственно, я дошел до очередной подобной такой же штуки. Мне теперь надо пытаться на Париж уехать. Я не знаю, чего делают тут фуры. Может быть, там на выезде как раз фуры стоят в Париж. А эти, наверное, выехали уже. Это типа пункт оплаты, видимо. Ну, надо, значит, туда идти и там просить фуристов подвезти до Парижа. Так, Ты шпион! Ты Да. шпион, ты тут Я шпион, приехал, подъезжаю к Парижу. И обычно я всегда прилетал в Шарль-де-Голь. Но тут решил приехать автостопом к Шарль-де-Голю. Вон он самолет садится. Вполне возможно, что он из Москвы. Но мы можем определить, откуда этот самолет на самом деле. Сейчас мы это определим. Так. Я надеюсь, во всяком случае, на это. Вон он садится. Садится. Ja ci otwierę okno i będziesz miał lepszą poczwienie to. У нас задача определить, откуда самолет. Шарль-де-Голь. Tam gdzie te światła, widzisz, tam. O, teraz to jest Ola, Tak. ale jak go miniemy, to Да, tak он to садится, я вижу это. Но нам же надо определить, откуда самолет. Сейчас определим. Этот самолет Air France Касабланка, Париж. O! Na Fly 24?
Я не знаю. To masz Flynet? Ну, в общем, вот так вот я остановил машину за 150 километров. Мы объезжаем платные дороги. Но уже подъезжаем к Парижу. В принципе. O, czy tu masz sam samolot? A będzie direkt А, na вон он еще один самолет. Надо посмотреть, откуда этот самолет крутой летит. Он вообще огромный. Может, с США прилетел. A, прекрасно. Это из Дубая самолет. Emirates. Арабские Эмираты. Chwycę go za... Да. Давайте его... Daj tu rękę. Так, вот он, самолет садится в аэропорту Шарль-де-Голля из Дубая. Вон он садится, это действительно круто. Вообще такой здоровый самолет. Все. Уже аэропорт Шарль-де-Голь. В принципе, мы очень рядом. Następny. Там еще один самолет. Ale to on nie leci chyba na Charles albo na inny pas. Вот с таким вот веселым я поляком доехал. Он обошел Париж. Я сейчас вообще нахожусь на востоке от Парижа. Мне сейчас предстоит как-то въехать в Париж. Он мне сказал, чтобы я встал где-то здесь. Давай попробуем найти место. Тут на круге нету. Да, тут нет места, где остановиться. Где тут что ли стопить их? Тут вообще не знаю. Ну ладно, сейчас попробуем до Парижа доехать. Итак, простояв 3 часа где-то, я все же нашел метро. Пока я стоял, мне французы показали средний палец, как мне делали на выезде из Варшавы. Такой вот сходство между Варшавой и Парижем. Мне осталось добраться до метро. Тут буквально 5 минут пешком. И дальше уже я еду к своему хосту. Так, у меня уже был один билет в метро, оказывается. Я его использовал. И тут порт де Венис. Наверное, есть небольшой риск быть ограбленным. Поэтому надо, наверное, стоять там, где побольше людей. Ой, ладно. Вроде до Парижа добрался. Это уже хорошо.